Итак, ребята, всем привет! Вы давно спрашивали, что это у меня появилось за такое помещение, как я его приобрел либо арендовал. Обо всем сейчас я вам расскажу. И также мы подведем итог, стоит ли перебираться из гаража в большое помещение и кому это на самом деле необходимо. Мне это было необходимо просто кровь из носу. В гараже я уже просто не мог работать. Итак, господа, это помещение я снял за 150 баксов. Выглядит оно следующим образом. Ширина 11,5, длина там что-то в районе 19 там с небольшим. Получается квадратура этого помещения 220-217 метров. Высота потолков где-то в пике тут на коньке, что-то в районе там 6 метров. Вот здесь что-то в районе 5 метров. Для чего я себе его снял? Для того, что просто в гараже я уже не помещался. Вот видите, сколько у меня здесь барахла стоит там по сторонам. Вот инструмент, баллоны, компрессора. Да, в гараже было можно работать. У меня было 2 гаража, 6 на 4 там с половиной, что-то в районе. Но, как вы видели, что я где-то уже там сбивал коленкой там стол, либо там сбивал те же самые полки. Потом у меня не хватало сил, я начинал все это разносить. Просто психически меня начинало все это давить. Мне нужно было большое помещение. И что всех останавливает, когда вы думаете снять себе большое помещение, это отопление, если вы живете там, где зимы бывают холодные. И именно для этого я сделал себе импровизированный шатер. Это обычный баннер, натянул все на металлическую профильную трубу. Сделано все на минималках. Получается, там анкерная закладная такая, в нее прям в штырь вставляется труба. Соответственно, все это здесь точно так же. Присверливается что-то к стене, что-то к полу. Натягивается баннер. Вот здесь вот я сделал с пенопласта. Можно было сделать это еще и сверху с пенопласта, но я это исключительно сделал для того, что здесь на обратной стороне были всякие помидоры, всякая вот эта вот дрожь. И я понял, что это все некрасиво смотрится в кадре, поэтому решил сделать с пенопластом. На самом деле было и так тепло. Буллерьян, то есть не буллерьян, а бренеран. Когда покупаете такую печку, будьте максимально аккуратны, потому что большое количество подделок и работают они абсолютно неправильно. Моя же справляется вот с этим вот помещением. Длина здесь 7 метров, ширина, как я уже говорил, там что-то 11,5. Высота 3 метра. Изумительно справляется. В помещении, когда вот на улице было что-то в районе минус 11, у меня всегда здесь было в районе 19. То есть это максимально комфортная температура, причем неважно, в каком углу помещения я нахожусь. Я не знаю, как это здесь так работало. Возможно, печка просто такая грамотная. Единственное, что чуть-чуть прохладно может быть снизу. Ну и то, в гараже, на самом деле, мне было гораздо дискомфортнее, чем здесь. Причем, что потолок, ребята, не утеплен от слова совсем. Мне все говорили, что у тебя будет конденсат на потолке собираться, будет капать. Все это шляпа. Ни черта не капало, ничего не собиралось. Почему? Потому что стены утеплены, здесь сэндвич-панели, стекла двойные, ничего не промерзает, крыша тоже утеплена. То есть, по сути, вот здесь, вот в этом складском помещении зимой у меня, если на улице типа там минус 10, минус 11, минус 20 еще не было, не проверял, здесь было плюс 9. За счет того, что тепло через крышу вот этого спанбонта моего уходит вверх и распространяется в этом помещении. Вода здесь не замерзает. Абсолютно комфортно работать в этом помещении, особенно там, где я топлю. Что хотел бы я сказать именно по трубе. Значит, труба очень важно, чтобы она была максимально прямая. Без всяких изгибов, тогда вы не будете знать вообще никаких проблем. С забиванием у меня стоит капельник, то есть вода стекает прямо в ведро, конденсат. Видите, сколько накопилось. Но если прям сильный дождь идет, оно прям полное может накопиться. Но тем самым очень хорошо промывается труба. Сверху грибка нету. И именно поэтому вода стекает и все мне промывает. То есть всю сажу.
Если у вас будет труба там 90 градусов выходить, там потом повороты, с каждым углом в 90 градусов тяга все меньше, и на каждом угле налипает ваша сажа. Все это шляпа, я через это проходил несколько раз. Все всегда сводилось к тому, что приходилось пробивать крышу, делать прямую трубу, и все. Ты забываешь про чистку трубы навсегда. Труба у меня в районе 8 метров, то есть тяга прям пушечная. Иногда бывает даже так, что вот эта заслонка, когда не пользуешься, может сама по себе закрыться за счет того, что тяга хорошая. Значит, освещение в помещении – это обычные лампы на 2 светодиодные лампочки. То есть никаких проблем, чтобы их поменять. Вся проводка идет по металлическому каркасу. В принципе, я доволен, света хватает. Конечно же, когда ты начинаешь все это красить, то сам понимаешь, неважно, какое количество у тебя будет освещения, если ты в тумане, как и на дороге. Да? Когда ты дальний свет включаешь, ты нифига не видишь, если на дороге туман. Тебе нужен специальный свет, который стелется по земле. Поэтому здесь не важно, сколько у тебя будет света, один черт, ты с этим не справишься. Для этого у меня есть 2 вытяжки. Значит, производительность одного двигателя 0,75 киловатт. Мощность. А производительность по кубатуре 2600 метров кубических в час. Соответственно, опять 200 на 2. Справляются они нормально, но чтобы ты понимал, когда ты красишь тачку, где-то минут 5 надо, чтобы вот это полностью освободилось пространство от опыла. Значит, что я буду делать сейчас? До этого я так не делал. Поставить какую-то здесь ерунду, чтобы она не закрывалась. Для чего? Для того, чтобы в дальнейшем поставить пушку газовую, ну, либо дизельную, там, неважно, и включить газовый баллон. Почему? Потому что здесь-то относительно прохладно, в районе там 9 градусов. Плюс воздух будет заходить еще с улицы. То есть необходимо будет приоткрыть чуть-чуть воротину. Когда ты включаешь вытяжки, весь воздух, который здесь, он должен обновиться. И, соответственно, тепло начнет уходить в вытяжки. А где браться теплому воздуху? А теплому воздуху будет браться именно от этой газовой пушки. Газовая пушка на 30 киловатт, я больше чем уверен, я ей пользовался в гараже, было просто изумительно. Здесь будет тоже в целом неплохо. Пол здесь где-то плитка. Где-то его заливали, здесь раньше ямы были, но это делал не я. Единственный нюанс, нету ямы, нету пока подъемника. Подъемник я пока ищу. Если, может, кто-то продает подъемник, вы мне там ссылочку скиньте, либо там обговорим, напишите либо в Telegram, либо напишите мне в Instagram, что-нибудь придумаем. Подъемник я пока подыскиваю. Также у меня есть опрокидыватель. Вот здесь он у меня стоит. Ссылочку я прикреплю где-нибудь сбоку, как я его делал. В принципе, меня на данный момент удовлетворяет на все 100. Если нужно там переварить какой-то порог, там что-то под днищу такое несложное. Конечно же, лонжероны с ним лучше не варить, потому что когда ты будешь его изгибать, свой автомобиль, и у тебя будет излишнее напряжение, и ты начнешь это все варить, и, соответственно, автомобиль застынет в напряжении, понимаешь, да? Дальше у меня это воздух. Воздух, компрессор, у меня сейчас я пойдем покажу. Значит, повесил здесь диск, на него намотал шланг. Очень удобная тема. Шкафчик с материалами. Здесь я все смешиваю. Краску, лаки. Вот сюда ставлю стаканчик для, то есть сито. Здесь у меня находятся пистолеты, покрасочные мелочевки, ключи. Вот тут отдельный стол для смешивания. Весы. Там сразу мусорка, если что-то, какая-то банка закончилась, сразу выбросил. Здесь бумага, просто прикручена черенок. А здесь для обезжирки бумага, точно так же. Так, дальше двигаемся к компрессорному ящику. Значит, для чего я себе его здесь сделал? Для того, чтобы, когда я буду работать, в любом случае компрессор очень сильно шумит, и как-то избавиться от лишних шумов конкретно здесь не представлялось возможным. Его можно было бы куда-то поставить на улицу, но здесь нельзя. В яму, соответственно, тоже нельзя. Куда-то в соседнее помещение тоже нельзя. Поэтому я сделал себе вот такой ящик.
Включаешь вентилятор, он будет охлаждаться летом. В принципе, зимой ему охлаждаться особо не нужно. Пескоструем я по факту особо не работаю, то есть мне это не надо, в этом нет необходимости. Трубка выходит в воду, сверху масляная пленочка небольшая, специально для того, чтобы вода не испарялась. Потом заходит во влагоотделители, 2 штуки, их там один типа как масло в него заливается, но это для пневмоинструмента, мне это не нужно. Потом в колбу на 60 литров, там все осушается. И еще один момент, здесь спираль медная, 3 метра. Я про влагу в целом не слышал уже очень давно, и про масло, соответственно, тоже. Компрессор у меня Concord производительностью на 700 литров. Объем ресивера 200 литров. Меня устраивает абсолютно. Основная проблема большинства, у которых там шагрень некрасивая, либо там в одном месте шагрень одна, во втором другая, это в том плане, что вам не хватает воздуха. Сначала капля разбивается определенным образом, к концу давление упало, она уже совсем другая, и шагрень, соответственно, другая. Всегда нужно начинать с хорошего компрессора, ребята. А потом уже дальше и пистолеты, и так далее, и тому подобное. Итак, еще один момент немаловажный. Это место, где вы храните инструмент. В моем случае это USB-плита, 2 штуки. Весь инструмент, который у меня есть, и на перспективу его еще можно добавить. По себе знаю, что когда я был в гараже, был ужасный срач. Там валялся инструмент, тут валялся инструмент. Ты взял молоток и не знаешь, куда его тебе пристроить. Так вот, когда у тебя нету своего места у инструмента, порядка у тебя в гараже никогда в жизни не будет. Какие-то съемники, маслосъемники, пружиносъемники и так далее и тому подобное. Здесь у меня дековский набор для болтиков, шурупчиков. Все на своем месте, гайки. Что-то купил, куда это девать? По каким-то банкам раскидывать? Вот сюда, если что-то осталось. Здесь у меня тоже всякие держатели пластиковые. Здесь, видите, магниты, паяльники. В принципе, если у меня спросить, где что находится, я все знаю. Вот даже, видите, коробки я поставил, подписал каждую коробку. Теперь я знаю, что у меня где находится. Поэтому очень важно, я скажу так, что если порядка у вас на производстве нету, ничего толку не будет, абсолютно никакого толка. Именно поэтому в армии за порядок так и имеют. Если не будет порядка, не будет дисциплины, не будет нифига. Ну, еще один интересный момент для гаража – это умывальник. Обычная покрышка, найденная на мусорке. Выглядит как новая, конечно, но с боковым порезом. Не суть. Далее тазик алюминиевый. В бытовом месте где-то в магазине продается. В нашем случае он стоил типа 40 рублей. Это где-то 10 баксов там плюс-минус. Потом водопроводная фурнитура без сифона. Кстати, кто знает, для чего сифон, его здесь нету. Ну, и в нем нету большого смысла. А кто знает, для чего вообще сифон ставится, напишите. У меня идет водичка по прямой прямо на улицу. Канистра с краником. Мыло с абразивом. Обычное мыло, газовая горелка, зеркало, пушка. И лично мое мнение, что в каждом гараже должен быть спортивный уголок, ну или вне гаража. Нет у тебя, к примеру, сил, настроения, там ты пришел в гараж, не хочется переодеваться, не хочется ничего делать. Отвечаю. Делаешь 3 подхода на брусьях, делаешь 3 подхода на подтягиваниях, появится и настроение, появится и желание. Это тупо на гормональном каком-то фоне. Когда ты занимаешься физически, что-то там гормонально выбрасывается и появляется и настроение. Посмотри на спортсменов. Спортсмены все веселые. Загнанных спортсменов я, честно говоря, не встречал. Вот, ну и я думаю, что еще грушу себе сюда повесить, потому что неоднократно вы видели, как я на капотах прыгаю, как я бампера там ломаю. От плохого настроения. Поэтому лучше его реализовывать где-то в другом месте. Итак, ребята, давайте подведем итог всему сказанному. Стоит ли снимать помещение, либо там оставаться, развиваться в гараже? Значит, лично мое мнение, тут как и с рыбками. Маленькую рыбку
помещаешь в маленький аквариум, она там не растет от слова совсем. Ту же самую рыбку помещаешь уже в большой аквариум, либо там черепашку ту же самую, она начинает расти. Это природа. Тут вопрос уже к тебе. Нужно ли тебе развитие, нужен тебе рост, либо тебе достаточно просто оставаться тем, кем ты есть, но тебе главное там это стабильность. Здесь нет ничего зазорного, только ты решаешь. Главное здесь никого не слушать, слушать только себя. Лично для себя я понял следующее, что когда я раньше еще арендовал себе 200 квадратов, до этого в гараже я красил там, ну, какие-то там машинки, крылышко там, ну, короче, ничего серьезного. А потом откуда-то появляются возможности. У меня появились какие-то безнальные автобусы, люди. В итоге я нанял людей, то есть само начало развиваться. Я даже особо этому не поспособствовал. Такое ощущение, что просто вот достаточно было снять большое помещение, и вокруг все начало сразу вертеться и крутиться. Создался сайт какой-то. Ну, короче, все такое ощущение, что ну, делалось само. Ну, понятное дело, жопу с дивана нужно было поднять. Поэтому только ты решаешь, что тебе надо. Либо развитие, либо тебе достаточно то, что ты имеешь. Вот и все. Так что, ребята, как-то так. Всех обнял, приподнял. Ну и надеюсь, ты поставишь там лайк, подписка, колокольчик. Короче, вся эта ботва. Все, дружище, давай. Только ты знаешь, как тебе жить. Ты лучший.